Ты знаешь, что надо делать. Очень хорошо знаешь. Но рука почему-то сама тянется к телефону. Не потому, что там праздник, а потому что задача рядом выглядит как тяжелая темная гора, и мозг ищет маленькую спасательную шлюпку. И вдруг в полночь срочно нужен йогурт или кружка. Причем кружка уже чистая, но кто ее знает? Мы называем это ленью, потому что так проще. А мозг в этот момент говорит другое. Опасно. Отойди, я тебя защищаю. Нам годами объясняли, ты просто плохо планируешь. Купи блокнот, поставь таймер, стань новым человеком к понедельнику. Но список задач не лечит страх. Ты ведь часто не бездействуешь. Ты занят всем, кроме главного дела. Ты работаешь вокруг задачи, как археолог вокруг очень злого динозавра. К ней будто нельзя подойти напрямую. Откладываешь, и на секунду легче. Ненадолго. Но мозгу хватает этой секунды, чтобы записать. Отлично, так и спасаемся. Прокрастинация часто не про календарь и не про характер. Она про эмоции. Задача неприятна, внутри поднимается тревога, и мозг хочет не решить проект, а быстро убрать чувства. Поэтому ноутбук отъезжает в сторону, а телефон становится героем дня. Телефон дает быстрое облегчение. Кухня тоже. Особенно холодильник, где надо проверить, не изменился ли сыр за последние 7 минут. Но задача никуда не делась. Она просто подождала в темноте и вернулась тяжелее. Важное дело несет риск. Можно ошибиться. Можно выглядеть глупо. Можно, наконец, увидеть первый черновик и понять: да, я не гений в тумане. Я обычный человек с кривой первой попыткой. Для мозга это уже угроза. Угроза не смертельная, но настоящая для нервной системы. Эмоции часто бегут быстрее логики. Разум говорит: надо сесть и начать. Тревога отвечает: спасибо, я уже открыла новую вкладку и нашла документальный фильм про улиток. Тревога говорит: опасно. И ты выбираешь не отдых, а побег. Это важно. Настоящий отдых восстанавливает. Побег просто прячет тебя под пледом, пока ноутбук в другом углу комнаты продолжает молча осуждать атмосферу. Побег кажется решением, но это отсрочка боли. Она не исчезла. Она подождала, набрала вес и вернулась с друзьями, стыдом, усталостью и фразой «ну вот опять». Поэтому прокрастинация так выматывает, даже когда ты вроде лежал. Теперь заглянем к Уру. У него не было дедлайнов, презентаций и писем с темой «небольшой вопрос». Зато было много того, что кусается. И для Ура осторожность была не слабостью, а нормальной страховкой жизни. Не уверен – замри. Не уверен – проверь. Не уверен – отступи к костру, где хотя бы понятно, кто жарит ужин, а кто может стать ужином. Для древнего мозга осторожность была не капризом, а способом дожить до утра. И вот этот мозг достался нам. Только хищник теперь другой. Письмо, проект, разговор, пустой лист. У современного хищника редко есть клыки. Зато у него есть дедлайн и неприятная привычка смотреть на тебя из календаря. Ура пугала темнота. Серого пугает оценка. Но реакция похожа. Уйти туда, где безопаснее. Закрыть вкладку, открыть ленту, сделать вид, что это не бегство, а стратегическая пауза. Хотя стратегия там примерно как у тапка. Ловушка начинается тихо. Сначала просто неприятно. Потом хочется чуть-чуть отойти. Потом появляется быстрый выход. Телефон, кухня, еще один чай. И вот ты уже не решаешь задачу, а аккуратно тренируешь мозг спасаться от нее. Мозг получает награду. Стало легче. Но время ушло. Ночь стала глубже, задача тяжелее, тревога громче. И самое обидное – ты не отдохнул. Ты просто перенес рабочее совещание внутрь головы, прямо под плед. Потом приходит стыд, а со стыдом снова хочется сбежать. Так круг замыкается. Мозг учится не по нашим красивым обещаниям, а по облегчению. Избежал, стало легче. Значит, в следующий раз он предложит тот же маршрут. Потом приходит дедлайн. Паника становится сильнее страха, и ты внезапно можешь работать. Да, сделал. Но какой ценой? Утром ты не победитель, а человек, которого дедлайн использовал как плохого персонального тренера. Есть еще один двигатель прокрастинации – перфекционизм. Он звучит красиво, почти благородно. Хочется сделать хорошо, но часто под этим прячется другое.
Если не идеально, лучше никак. 0 ошибок. И, к сожалению, 0 результата. Ур бы так не выжил. Представь, он сидит у костра и говорит, что копье пока недостаточно концептуальное. Нет, кривое копье можно исправить. Несуществующее копье не пугает никого, кроме самого Ура. Мы часто боимся не работы. Мы боимся приговора. А вдруг я не так хорош? А вдруг первый вариант покажет, что внутри не скрывался великий мастер, а просто человек, которому надо начать с черновика. Не начинать безопаснее. Тогда внутренний гений все еще не проверен, он как будто спит в VIP-комнате. Но жизнь двигают не идеальные мысли. Жизнь двигают кривые первые шаги, которые потом можно поправить. Фраза «просто начни» звучит правильно, но часто не помогает. Это как сказать человеку у края обрыва: «Просто не бойся». Разум понял совет – спасибо. А тревога все равно держит его за кофту и тянет назад. Особенно, когда ты устал, голоден, перегружен или зол. Тогда обычная задача превращается в кирпич. И если сверху добавить стыд, кирпич становится почти философским, тяжелым, бессмысленным и почему-то лично твоим. Поэтому фраза «я ленивый» не помогает. Она только усиливает угрозу. Нужна не плеть, а маленький вход. Такой маленький, чтобы мозг не поднял тревогу. Не героический рывок, а первый безопасный шаг. Уменьши задачу до смешного. Не мог написать отчет, а открыть файл. Не сделать идеально, а оставить след. Иногда лучший старт выглядит так скромно, что внутренний критик даже не успевает надеть форму охраны. Ур тоже не пересекал всю саванну одним драматичным прыжком. Он шел до ближайшего дерева, потом до следующего. И это не слабость. Это нормальная стратегия для мозга, который боится большого пространства. Второе – убери легкий побег. Если телефон рядом, он победит. Не потому, что ты слабый, а потому, что среда сильнее характера. Характер вообще часто приходит уже после того, как телефон унесли в другую комнату. Третье. Разреши плохой вариант. Черновик обязан существовать. Красивым он станет потом. Ур сначала делает кривое копье, а потом правит его у костра. Никто не просит первый вариант сразу поступать в музей. Четвертое. Говори с собой мягче. Стыд усиливает угрозу, а нам надо ее уменьшить. Пятое. Отмечай старт. Мозг должен узнать новую вещь. Начало безопасно. Не идеально, не грандиозно, просто безопасно. Прокрастинация – не приговор. Это сигнал. Слишком страшно, слишком большое, слишком тяжелое. Значит, делай меньше. Не все. Первый кусочек. Не спасай всю жизнь сегодня. Просто положи одну щепку в костер. Иногда победа – не закончить. Иногда победа – не убежать. Ты не ленивый. Мозг просто боится. Напиши одно дело, которое ты откладываешь. Только одно. Начнем не с подвига, а с маленького входа.